История стара, как мир. Но сколько бы раз я с этим не сталкивалась, каждый раз испытываю потрясение, будто в первый. В груди будто что-то обрывается, потому что за сухими словами «выгнали на улицу кота» кроется боль, предательство и одиночество, которое невозможно измерить. Барсик — обычный, беспородный, рыжеватый кот с белыми лапками. Когда-то он был любимцем, домашним солнцем, которое согревало своим мурлыканьем пожилую женщину. Она говорила, что он чувствует ее настроение, будто понимает, когда ей особенно тяжело. Барсик всегда был рядом. Ложился на колени, терся об руку, заглядывал в глаза. Его ласка была тише любого слова, но действеннее тысячи утешений. Но хозяйку отправили в дом престарелых. Внезапно. Без времени на прощание, без возможности объяснить коту, что это не ее выбор, и что она тоже страдает. А Барсика просто выставили за дверь. Ведь кому нужен старенький беспородный кот? Не играет, не забавляется, не редкость для выставок. Просто лишний рот и хлопоты. Хозяйки нет, и кота будто не было. Сначала Барсик жил у двери. Он не понимал, почему закрыта та самая дверь, за которой его дом, его миска, его теплая хозяйка. Он сидел, свернувшись клубочком, ждал, мяукал, по вечерам заходил под козырек, слушал шаги, не она ли идет. Он все еще верил, что это ошибка, что она просто вышла и скоро вернется. Соседи сначала жалели. Кто-то клал корм в миску, кто-то гладил по спинке, но недолго. Кому-то не понравились его жалобные крики по ночам. Кто-то сказал: «Это же просто кот! Что вы с ним нянчитесь?» И вот однажды Барсика прогнали. Настоящий пинок, в прямом и переносном смысле. Его прогнали от подъезда, из его последнего убежища. И он оказался на улице. По-настоящему. Барсик не знал улицы. Он не умел добывать еду, не понимал, откуда приходят машины и почему люди такие грубые. Его пушистая шерсть быстро сбилась, в глаза забрался страх. Он потерял доверие, но все еще цеплялся за надежду. Он ел то, что находил в мусорных баках. Воровал остатки у других дворовых котов, за что получал по спине и носу. Спал на полиэтиленовом пакете, свернувшись так, чтобы хоть немного сохранить тепло. На него часто шипели, гнали, бросали мелкие камни. Но он все ждал. Все еще ждал. Когда кто-то звал по имени, он поднимал голову. Сердце замирало. Может, это она? Может, она все-таки вернулась за ним? Но каждый раз это был просто очередной прохожий, в лучшем случае оставивший кусочек колбасы. И кот благодарил за еду, за взгляд, за то, что его заметили. Так прошло 2 недели, а может 3. Кто считал? Для Барсика время текло в пустоте. Но однажды его увидела Ольга, женщина-волонтер, много лет помогающая бездомным животным. Она шла мимо, спешила, но остановилась, потому что взгляд Барсика пронзил ее насквозь. В этом взгляде было все — боль, отчаяние, потерянность и искорка. Маленькая, едва заметная. Надежда. Она подошла, присела рядом, заговорила. Барсик не убежал. Он будто понял — это не просто человек. Это шанс. Ольга подняла кота на руки. Он был легкий, как пушинка, но дрожал. Не от холода, а от неуверенности. Не верилось, что его снова берут в руки, что тепло не снится. Он тихо замурлыкал. Очень тихо, будто боялся спугнуть свое счастье. Волонтер отвезла Барсика на передержку. Сейчас он живет у доброй женщины, у которой уже есть опыт ухода за такими потеряшками. Кот быстро адаптировался. Он оказался воспитанным, ласковым, спокойно ходит в лоток, ест с аппетитом.
Он по-прежнему очень скромный, будто боится быть обузой. А какие у него глаза! Глубокие, янтарные, с легкой грустинкой. В них целая история. История о любви и потере, о преданности и одиночестве. История, к сожалению, типичная для нашего времени. Сколько таких, как Барсик? Сколько животных каждый день теряют своих хозяев? Навсегда или временно и оказываются никому не нужными. Они не понимают, что случилось. Они ждут. Им не объяснить. Они не злятся. Они просто страдают. Молча. Барсик– счастливчик. Ему повезло, он выжил, его заметили, ему помогли. Но сколько таких, кто не дождался? Мы часто говорим о человечности, но настоящая человечность в поступках, в умении увидеть страдания и не пройти мимо, в умении подарить шанс тем, кто сам его попросить не может, в том, чтобы не быть равнодушным. Барсик жив, Барсик снова дома, пусть временно. Он снова мурлычет, тянется к руке, просится на колени. И он, как и раньше, верит людям. Пусть немного осторожно, но верит. А мы можем сделать больше. Мы можем не только помочь одному Барсику, но и изменить отношение к животным. Чтобы понятие «домашний питомец» снова стало синонимом слов «ответственность» и «любовь». Чтобы старость или болезнь хозяина не становились приговором для тех, кто всю жизнь был рядом. Если вы видите подобную историю рядом, не отворачивайтесь. Возможно, именно вы– тот самый шанс.